Здравствуйте, мои дорогие подписчики и гости канала. Сегодня, в канун католической Пасхи, я хочу с вами поделиться вот такой вот праздничной, веселой, легкой пасхальной композицией. В зависимости от того, какую тару вы взяли, какие вазочки у вас есть, она может выглядеть совершенно по-разному. Вот в высокой вазочке у меня она выглядит вот так, вид сверху, снизу, сбоку. В более плоской у меня, я даже использовала пепельницу, она выглядит вот немножко по-другому. Делается совершенно легко, просто. Я использовала также подставка уточка. Если вам мое видео понравится, ставьте, пожалуйста, лайки, оставляйте комментарии, оставляйте свои отзывы, подписывайтесь на мой канал. Я буду рада с вами сотрудничать и помогать вам всем, чем я могу. А сейчас мы приступим к изготовлению этой солнечной, цветной, прекрасной композиции. Для изготовления композиции нам понадобится вот такая вот подставка, я взяла, уточка. Потом нам понадобится вот такой вот подносик, в который мы будем закладывать подставку для цветов. Мы можем взять совершенно различную тару. Можем взять вот такую вот. Можем взять вот такую вот тару. Это все равно, какая у вас есть. Может, у вас есть что-то более интересное. Это не имеет значения. Нам понадобится также кусачки для обрезки цветов, ножницы для работы с цветочной пеной, нож. Вот цветочная пена. Вот она выглядит вот так вот. Вот так. Вот тут даже написано цветочная пена. Продается она в любом магазине цветочном. А также нам понадобятся сами цветы. Вот у меня такие. Вот такая вот трава. А также нам понадобится вот такая вот маленькая чашечка. Если у вас такой чашечки нет, вы можете взять одноразовый стаканчик, обрезать его. Вот такая вот драпировочная соломка. Я расскажу, как ее делать. И я вот купила в магазине несколько золотых яичек. Это обыкновенные конфеты. Но если у вас в магазине нет или вам дорого их купить, можно их сделать просто из пластилина. Такая вот емкость для того, чтобы сюда налить воды. Мы будем эту пену опускать и замачивать. Теперь приступаем, прежде чем приступить к выполнению композиции, мы должны определиться, что у нас будет в центре. Вот я хочу, чтобы у меня была композиция пасхальная к Дню Пасхи, поэтому вот я буду сюда ставить маленькую корзиночку, поставить вот эту тарелочку, вот так вот наполненную золотыми яйцами. Значит, сначала мы вырезаем на пене для цветов отверстие для того, чтобы можно было поставить композицию. Делается это очень легко. Вот, смотрите, ножом очень легко это режется. Никакого труда не представляет. Вынимаете вот это вот пространство в нашей формочке, углубление. Вот мисочка сюда очень хорошо становится. Мы должны это сделать предварительно, потому что сейчас мы нашу пену намочим. Мы пускаем ее в емкость с водой. Вот. И даем ей утонуть, чтобы она полностью напиталась. Вот наша губка полностью намокла. И мы ее ставим в нашу корзинку, в которой мы будем. Мы берем нашу формочку, ставим в нее по центру корзинку и начинаем создавать нашу композицию. В центре композиции я хочу, чтобы у меня вот стояли вот эти вот цветы, вот эта вот веточка. Вот так вот я ее сюда ставлю. И вот эту веточку я тоже укоротила и нахожу нужным, что я ее поставлю вот сюда. Чуть-чуть вот так вот.
Дальше я беру нарциссы, я их тоже предварительно укоротила, обрезала. Вот, один я ставлю вот сюда вот, так, чтобы можно было закрыть хвостик. Вот так. Один короче. Вот я ставлю сюда. И вот, например, один вот сюда. Если у вас хвостик обломался, не отчаивайтесь, обрежьте его короче. Вот. Вот он как бы совсем маленький, ну, можно его даже сюда поставить. Вот так. Если хвостик нежный, придерживайте его руками. Остальное, вот это мне тоже не нравится, как стоит. Вот я тоже его поставлю в другое место. Желательно хвостик подновить чуть-чуть. И вот я его поставлю в другое место. Остальные пустые пространства я заполняю вот этими вот небольшими цветочками. Тоже смотрю по размеру. Если что-то не нравится, я подрезаю. Вот так. Это можно поставить вот сюда. Вот. Вот этот вот сюда, чтобы он ничего не закрывал. Вот этот вот с листьями я поставлю сзади, что как бы листья выглядывали. Вот так. Вот этот вот небольшой. Ну, пожалуй, сюда. Вот. И совсем маленький. Совсем маленький. Вот у меня совсем маленький. Вот сюда вот возле вазочки. Вот так. Ну вот получилась такая вот композиция. Вот так. Чуть-чуть. Можно поправить. Ну вот смотрите, вот этот вот нарцисс, он тут как бы немножко не подходит. Поэтому он просто подходит, он просто стоит не в другую сторону повернут, куда мне хотелось. Я его переставлю вот так вот. Так вот лучше, он не закрывает ничего. Те пространства, которые у меня образовались, вот зеленые, вот здесь вот вы видите, вот тут вот, которые желательно закрыть. Вот у меня есть такие небольшие веточки, вот. Я их обрезаю и ставлю в места, которые надо просто прикрыть. Веточек у меня немного, поэтому я обрезаю их как можно покороче, вот, чтобы они просто закрывали зеленое пространство. Все равно, куда вы их воткнете, вот, сюда. И вот эти вот длинные листья, которые мы с вами обрезали, их тоже можно использовать. Их тоже можно вот, куда вам нравится, прикрыть голые места. Вот где у нас такие огрехи голые, мы можем прикрыть. Вот где у нас есть места, которые просто в глаза бросаются, мы все это прикрываем. Вот сзади, вот здесь вот у нас пустое место. Вот. Все это мы прикрываем вот этими вот маленькими веточками. Вот так вот. В бока ставим. Вот тут с этой стороны. Можно так, чтобы она контрастировала. Создавала контраст. А вот эту вот сюда. Вот так вот. Вот этот листик прикрывает нашу корзинку, поэтому лучше его обрезать. И вот этот листик тоже. Вот. Теперь наша корзинка видна хорошо. Вот она как бы в цветах. Вот. Вот такая у нас получилась композиция. Вот она так выглядит.
сбоку, вот, сверху. Достаточно нарядная и красивая. И нам осталось ее поставить только в нашу уточку. Вот мы берем нашу уточку и ставим в нее нашу композицию. Вот. Вот так. Уточку мы можем задрапировать вот с помощью вот такой соломки. Так вот. И у нас получится вот такая вот пасхальная композиция. Нарядная, красивая и очень легкая. Может быть вот такой. Вот вид сверху. В зависимости от того, какую тару вы выбрали. Вот. Я вам покажу, как делать драпировку. Вы просто берете целлофановый пакет, самый обыкновенный. Вот. Нарезаете его на тоненькие полосочки. Вот так вот. И эти полосочки просто разминаете. Вот. Вот получаются такие вот. Получаются вот такие вот пушистые соломки. Вот этой соломкой можно наполнить. Ничего сложного, ничего необычного. Вот. И также точно можно сделать драпировку. И еще в конце видео я хочу вам дать пару советов. Когда вы намачиваете губку и опускаете ее в воду, пожалуйста, не давите ее, дайте ей спокойно утонуть и напитаться водой. Она возьмет воду, и вода в ней будет держаться, как вазочки. Это поможет цветам сохраниться как можно дольше. Например, не понравится, как стоит ваш цветок, так или так, вы можете запросто его вынуть и переставить в другое место композиции. Здесь тоже ничего страшного. Вы можете его подрезать. Главное, не начинайте сразу коротко, потому что вдруг вам понадобится более длинный, тогда будут проблемы. Вот. И если вы его переставляете в другое место, то старайтесь, чтобы в этом месте не было уже дырочки, чтобы это было место новое. Вот. И перед тем, как поставить, тоже подрезайте кончик. И еще один совет. Не ставьте сильно хвостик глубоко, потому что если он будет до конца вот этой вот зеленой губки, ему не в чем будет питаться. Поэтому ставьте его примерно так, чтобы он заходил наполовину, но не более чем на 2/3. Вот, в принципе, все советы. Все очень легко, все делается очень быстро. Композиция стоит неделю, даже больше, чем неделю, 10 дней. Если, например, емкость стеклянная, можно вниз добавить воды, и губка будет впитывать. Делайте, пожалуйста, композиции сами, на ваш вкус, из разных цветов. Если вам понравилось это видео, пишите комментарии. Спасибо, что вы досмотрели его до конца. Желаю вам всего наилучшего. С вами была ваша Инна. Пока-пока.